Что думает нарцисс о своей бывшей? Это частый вопрос, который возникает в ситуации, когда женщина, предположим, была в отношениях с мужчиной-нарциссом, они расстались, у нее остались какие-то непроработанные травмы после этих разрушительных отношений, и вот мысли постоянно туда вот куда-то вот возвращаются, она думает о том, что там сейчас с ним происходит, о чем он там сейчас думает. Так вот, чтобы не забивать себе голову и спокойно идти себе дальше в свою свободную жизнь, в какие-то, возможно, здоровые отношения, давайте сегодня разберемся в том, что же, собственно, думает нарцисс о своей бывшей. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт. Сегодня мы говорим с вами о людях с ярко выраженными нарциссическими чертами и о том, что же они думают о своем бывшем партнере после расставания. Если вам эта тема интересна, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на мой канал, и мы начинаем. И первое, о чем нужно сказать, это что у нарцисса по отношению к своей бывшей будут преобладать идеи превосходства и уничижения. Превосходство себя, соответственно, и уничижение своей бывшей женщины. Почему так происходит? Потому что пока они находились в отношениях, нарцисс от своей жертвы получал нарциссический ресурс. То есть признание, восхищение, он ее мог как-то эмоционально контролировать. Таким образом он как-то повышал свою самозначимость. Сейчас ее уже рядом с ним нет. И все, что остается, это как такая фантомная боль в поиске нарциссического ресурса. Это вспоминать ее, обесценивать все, даже то хорошее, что между ними было, все даже что важное и хорошее он для себя получал, он все это обесценивает, чтобы вот на этом фоне как-то поднять свою самозначимость. То есть я вот был таким либо неоцененным и таким страдающим, если это скрытый нарцисс, либо я таким был великолепным, я столько ей дал, а она была такая неблагодарная, вот такая ничтожная. Все эти идеи, они как бы вот пережевывание этих идей позволяет как-то на какое-то время вернуть себе вот хотя бы опять же такое фантомное чувство собственной значимости. Хотя, конечно, нарцисс не получает настоящего нарциссического ресурса, он не получает подтверждения своей значимости от реального человека, потому что этого реального человека рядом с ним нет. Вторая вещь, о чем будет фантазировать нарцисс, это о своем контроле и власти, которую он вернет над своим бывшим партнером, над своей бывшей женщиной. Причем это не потому, что он ее любит, а потому что ему важна вот эта вот власть, важен этот контроль. Причем, если для психопата контроль и власть важны как такой основной инструмент управления людьми, то есть достижения своих целей, для нарцисса это вторично. Вот власть и контроль для нарцисса важны только для того, чтобы чувствовать себя вот этим вот таким повелителем и значимым. То есть в том он мечтает и фантазирует о том, как вот я ее верну, и вот опять я буду приходить вечером, например, я грустная, она меня как-то вот, не знаю, там утешает, или я угрюмая, она меня побаивается, или я пришел такой вот веселый, она тоже веселится. Я чувствую, что я на нее влияю, на ее эмоции, я чувствую себя таким вот каким-то значимым. Это все то, о чем думает нарцисс, который находится уже без отношений, он просто фантазирует о том, что было раньше, чего уже нет сейчас, он как бы находится в своих каких-то грезах, в ситуации, когда он, не то, что не имеет какой-то власти эмоциональной над близкими людьми, потому что этих близких людей не осталось, он не имеет, в принципе, особого какого-то влияния социального, потому что нарцисс всю свою жизнь потратил не на то, чтобы там выстраивать какие-то социальные связи или какие-то вот эмоциональные глубокие отношения выстраивать. Он всю свою жизнь искал людей, которые бы давали бы ему, чтобы он получал вот это вот подтверждение своей значимости, получал нарциссический ресурс, и вот сейчас вот он такой вот никому не нужный находится и мечтает о том, как бы он вернул бы свою бывшую. Что же еще нарцисс думает о своей бывшей? Нарцисс может по поводу своей бывшей иметь определенное количество обиды и гнева, которые могут для него стать прям наваждением. Он следит за ней, и когда видит, что она движется дальше, что она, скажем, как-то не депрессирует, а у нее есть какие-то, не знаю, там, предположим, отношения, или даже не отношения, она проводит время с друзьями, у нее как-то вот в карьере что-то там, вроде бы все хорошо. В такой ситуации нарцисс тут же начинает чувствовать, что значит я менее значимый, я менее важный. То есть у нее все хорошо и без меня, а значит моя фантазия о том, что в наших отношениях я был более важный и все держалось только на мне, она как бы не выдерживает критики, как будто бы вот в его голове. И он понимает, что если она движется дальше, то получается я какой-то незначимый, он скатывается в свою ничтожность, и ему очень тяжело это вообще переносить. И для того, чтобы как-то успокоиться, он продолжает следить за своей бывшей, он ждет, пока он увидит, где она оступится. Но поскольку он этого не видит, и он продолжает страдать и продолжает дальше следить. И в такой ситуации часто бывает так, что нарцисс действительно себя так изматывает. Он следит как-то через соцсети, через каких-то знакомых за своей бывшей и наблюдая за тем, как вот, у нее все хорошо, она живет себе спокойно свою жизнь, это его просто как-то испепеляет. Он понимает, что получается, что я тогда сделал ошибку, когда ушел от нее или выгнал ее. Это была моя ошибка, что я ее не сохранил, эти отношения. Четвертая вещь — это зависть к успехам своей бывшей. Дело в том, что нарцисс воспринимает любые взаимоотношения
взаимоотношения как такую игру, где есть первое место и последнее место, где есть выигравший и проигравший. Соответственно, когда он видит какие-то успехи своей бывшей, даже учитывая, что они уже не в отношениях, он все равно ее держит у себя в голове, как будто мы продолжаем играть в эту игру, кто из нас лучший. И когда он видит, что у нее там успехи в карьере, не знаю, там, в отношениях, в спорте, она, там, не знаю, ну чем угодно она занимается, у нее что-то получается, он когда это видит, ему больно, потому что ну, вот он понимает, что вот вроде бы она в этой игре здесь выигрывает. Хотя, естественно, что бывшая обычно ни в какую игру уже не играет давно. Но нарцисс вот об этом думает, он за этим следит и старается всячески про себя обесценить ее достижения. То есть, если, например, она там где-то с друзьями пошла гулять, выложила какую-то фотку, он нашел ее в соцсетях, он начинает думать, да, это какие-то дурацкие друзья, там все уроды, куда-то они пошли в какое-то нищебродское место. То есть он начинает всячески это обесценивать и по сути, у нарцисса своей жизни-то и нет, потому что он живет только жизнями других людей. Если нарцисс не отражается в каком-то зеркале, ему нужно отражаться в других людях. И вот нарциссу остается только вот как-то завидовать и как-то съедать себя вот этой собственной желчью, что вот у другого человека успех, а мы теперь больше не вместе, и этот успех, который я не могу приписать себе. И пятое — это ностальгия об идеализированных моментах. Нарцисс время от времени вспоминает вот какие-то лучшие для него лучшие моменты этих отношений, когда он получал максимальное количество восхищения, какого-то признания, вот он какой-то был, так сказать, на коне в этих отношениях, когда вот что-то вот все было так хорошо, и он был как-то в центре внимания, ему было классно. Он об этом вот думает, он вспоминает эти моменты, естественно, что он их изолирует, как бы отрезает от других моментов, от ситуаций, когда он там попадал в стыд, когда какие-то были ссоры в отношениях. Вот он об этом думает, ему на время становится приятно, и потом он ностальгирует, что вот жалко, что это все осталось уже в прошлом, этого уже нет. И здесь он может падать в свою такую нарциссическую глубокую депрессию, что вот все лучшие мои моменты были ранее, а сейчас ничего не происходит, для чего жить, вообще что дальше будет происходить. То есть нарцисс склонен вообще к этой вот нарциссической депрессии, особенно когда он понимает, что вот лучшие какие-то яркие, звездные, идеальные моменты были в прошлом, а сейчас их нет, соответственно, сейчас я в какой-то таком вот, ну, супер каком-то ничтожном состоянии. На самом деле, если у вас есть горький опыт отношений с нарциссом, и вы вот время от времени как бы ловите себя на мысли, что вы фантазируете, о чем он там думает, то ну, на самом деле вы как бы недалеко от него ушли. Это означает, что вот те травмы, связанные с этими отношениями, они еще не проработаны, и нужно с ними как-то разбираться. Было бы неплохо, если вы думали о себе сейчас, а не о нем тогда, чтобы вы как бы ну, не тратили свои, не знаю, мысли, свою энергию, свое время, свою психику на размышления о прошлых отношениях, которые уже как бы закончились. Поэтому эти отношения нужно проработать, чтобы они завершились. У меня есть курс про отношения, где мы как раз этим занимаемся. У меня под видео будет ссылка с общей информацией об этом курсе. Мы там изучаем, чем здоровые отношения отличаются от отношений с нарциссом, по каким критериям. Мы говорим о том, как выйти из разрушительных отношений, как это сделать максимально экологично, так, чтобы у тебя потом не оставалось какой-то непроработанной травмы, которая бы тебя в эти отношения постоянно возвращала. И как восстановиться после выхода из разрушительных отношений с нарциссом, потому что бывает, что человек уже достаточно давно вышел из этих отношений, а все еще как бы вот тащит на себе этот крест, все думает о нем, не может построить здоровые отношения. Также, если вы понимаете, что вы находитесь в какой-то достаточно сложной ситуации, которую нужно проработать индивидуально, вы можете записаться ко мне на консультацию. Под каждым видео есть ссылки на мои соцсети. Пишите мне личное сообщение. Мы с вами там договариваемся, и можно поработать как в формате нескольких единичных сессий, так и в формате психотерапии. Это уже зависит от глубины процесса, от глубины этой травмы, зависит от того, что, собственно, там с вами происходит. Также напишите в комментариях, если вы когда-то были в отношениях с нарциссом, как вы думаете, что он сейчас о вас думает? И вообще, думал ли он о вас что-то? Это будет очень интересно, такое исследование. Если вам эта тема понравилась, поставьте обязательно лайк, я буду вам благодарен. Подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.